Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Иван Кузьминов, я сыроед со стажем более 6 лет, как многие знают. И с высоты своего сегодняшнего опыта я хочу поднять интересную тему для всех начинающих сыроедов, веганов. А стоит ли вообще в это дело ввязываться? Итак, давайте посмотрим и разберемся вместе. Но сразу предупреждаю вас, что лучше досматривать именно это видео до конца, потому что в конце я покажу вам что-то очень интересное, вы точно не пожалеете. Итак, продолжаем. Для начала буквально пара слов для тех, кто не в теме. Сыроедение – это система питания, при которой в пищу употребляется только сырая еда растительного происхождения, то есть овощи, фрукты, ягоды. Соответственно, никаких варок, жарок или даже подачи на пару не предусмотрено. Если вы хотите стать сыроедом, то от всего этого придется отказаться. Ну а теперь же о самом переходе на сыроедение. Ответьте себе честно, почему у вас возникло желание попробовать себя в качестве сыроеда, вегана? У вас может быть подружка сыроед, и вы за компанию? Или может быть вы решили, что это модно и в общем неплохо, но вроде бы все звезды переходят на эту диету, не так ли? Или может быть вы решили начать, чтобы немножко скинуть вес, а там может быть подумаете, бросите. Задайте себе конкретно эти вопросики, да? И если это так, задумайтесь, а так ли нужно вам сыроедение? Если эта идея вас не зажигает, а наоборот вызывает массу отторжения, тяготит и вообще нервирует, может быть пока рано или вовсе не стоит. Может быть сыроедение это вообще не ваше. Может быть вы просто услышали крутую мотивирующую какую-то историю от бывалого известного сыроеда, который решил вам это рассказать, и вы сразу думаете: о, сейчас я прям завтра выкину мясные свои все котлеты, пельмени из холодильника, накуплю себе овощей, фруктов, да побольше. Но, ребята, так не получится. Этот ваш настрой, он очень быстро вас покинет. Но нельзя так. Вы вообще понимаете, что услышать одну историю это катастрофически мало. Такое решение нельзя принимать просто так в одну минуту решил. Вы не можете, не ознакомившись, это сделать. Сыроедение это по сути не только еда в тарелке, овощи, фрукты. Это свое мировоззрение, которое как минимум должно находить у вас какой-то живой отклик. Более того, первое время придется очень много читать, изучать, купить просто сетку яблок, мандаринов, и считать себя сыроедом, не получится, не выйдет сразу. Чтобы вы не угробили свое здоровье, свой организм, и не сошли с дистанции просто в первую неделю, не разочаровавшись в идеях питания сырой едой, вам придется очень многое узнать. В особенности, если вы пока очень далеки даже от идеи вегетарианства. Я целый месяц читал запоем всю информацию, которую только мог найти в интернете. Я штудировал различные труды известных докторов, смотрел видео, общался в тематических группах, в чатах. Но я не скрываю, я ел пельмени, я пил пиво в это время. Но с каждой новой книгой я понимал, что это мне нужно, что мой организм устал уже от химической отравы, от дошираков, консервах и булок с майонезом. Я чувствовал всем нутром, что пора в корне менять жизнь. И в один день я изменил все. Избавился от всего, к чему привык в жизни. Кстати, вы в курсе, что вам и курить надо будет бросить? Об алкоголе я вообще молчу. Просто сразу забудьте это. Да, это сложно, кто в теме, он меня понимает, но это надо будет сделать. Это очень сложно. И никто не говорит, что прям сразу будет так просто, что не будет ломок по Макдональдсам, по мучному, что прям в один момент вас перестанет тянуть в KFC за порции крылышек, что проходя мимо Макдака вы не будете чувствовать запах свежих бургеров. Это все будет, мои хорошие. Но сколько вам сейчас лет? 20, 30, 40, может быть 50? Теперь представьте все, к чему ваш организм привык за эти десятилетия, от всего этого вам придется взять и отказаться. Как думаете, будет ли это стрессом для организма? Вопрос риторический. Еще как, ребята. Кому-то и физически может быть плохо первое время, если начинать неправильно.
А уж о психологических ломках я вообще молчу. Привычка, друзья, это очень страшная штука. Но вообще спросите себя, почему я решил стать сыроедом? Выпишите вот на бумажке эти причины. Это будет вашей мотивацией на первое время. Ну что можно записать? Для кого-то важным стимулом может стать похудение. Кого-то волнует чистка организма от паразитов, червей, токсинов. А может быть, вы реально глубоко изучили тему, и вам в принципе все это очень близко. Вы вот начали читать и изучать, и с каждой новой строчкой или там минутой видео вы просто понимаете, что вас от всего этого реально прет. Вот смотрите сейчас видео, а вас прет. Вы просто чувствуете, что это ваше, и отзывается в каждой клеточке вашего тела. И если это правда так, то поздравляю. Если вы вот прям на интуитивном уровне чувствуете, что это ваше, значит это и правда с большой долей вероятности так. Да уж, наверное, немного жестковато у меня получилось, но поверьте, эта вся информация, только для вашего блага. Просто накипела, вы знаете. И вот еще, как только вы вступаете на путь сыроедения, вы получите просто огромную волну отдачи. Вас просто накроет энергией, эндорфинами, и вы получите такую радость, легкость и силу. Вы просто почувствуете себя здоровым в буквальном смысле слова. И сможете даже осязать это состояние. Я знаю, о чем говорю. За 6 лет сыроедения я не только похудел с 86 до 59 килограмм, а это около 27 килограмм я сбросил. Я реально почувствовал себя моложе, здоровее и свежее просто. Моя жизнь в корне поменялась во всех параметрах. Конечно, потом мой вес стабилизировался благодаря физическим упражнениям, о которых я буду рассказывать в следующих видео, в ближайшем, наверное. И сейчас мой вес держится в районе 63, 65, 67 килограмм. Вот мои фотки до перехода на питание. Согласитесь, разница очевидна. Я, конечно, не был сильно упитанным, но все же чувствовал, что что-то не так. И организму надо просто восстанавливать после студенческих лет, когда приходилось есть батон с майонезом на обед, на ужин. У нас была обычно бутылка водка с таким печенкой на троих на закусь. Ну что, я не смог вас отговорить от сыроедения? Тогда поздравляю, вы на верном пути. И, ребята, если материал был вам полезен, ставьте, пожалуйста, лайк. А если есть вопросы, задавайте их под этим роликом. Ну а теперь, как и обещал, небольшой бонус и секрет для вас на закуску от меня, так сказать. Сразу предупреждаю, при переходе на сыроедение очень захочется сорваться и есть сладкое. Это прям 100%. Но фабричные шоколадки, конфетки, сладости, мармеладки — это теперь точно не для вас. Запомните, ни под каким предлогом, не стоит. Кто не в курсе, я автор и создатель компании «Пища богов». Мы занимаемся производством и продажей конфет ручной работы без сахара, без загустителей, консервантов и красителей. Из настоящей какао-бобов какао-масла. Как раз наша продукция подходит сыроедам и веганам. Рецепт разработал лично я, когда сам переходил на здоровое питание. Тогда мне просто жуть как хотелось сникерсов и прочих вещей. И мои конфеты состоят всего из 4 ингредиентов. Из какао-масла, какао-бобов, фиников и ядра абрикосовой косточки. Они не только сладкие и вкусные, но еще и очень-очень полезные, так как не проходят никакую термическую обработку. То есть нагрев у нас идет не больше 40 градусов. Поэтому все витамины, все микроэлементы остаются в первозданном виде. Итак, комментируйте это видео ниже, именно на YouTube канале. При этом не забудьте подписаться. Собирайте лайки. Тот комментарий, который соберет большее количество лайков, получит от меня подарок. Набор конфет. Без разницы, какой будет комментарий: хороший, плохой, негативный, интересный или не очень. Победа будет зависеть только от количества сердечек, которые будут под ним. Поэтому отсылайте это видео друзьям, пусть они помогут вам победить, то есть оценивают ваш комментарий. Я отошлю подарок в любую точку России. А кто не победит в конкурсе, вот наш сайт. Заходите на него и в графе заказа пишите «Иван 10». Тогда вы автоматически получите скидку в 10% на любую продукцию на моем сайте. Итак, всем удачи, красивых побед, отличного настроения. С вами был Иван Кузьминов. Всем пока-пока.